Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу, ребята, поговорить об утеплении. В наше время, в последнее время, утепление стало более актуальным в связи с тем, что у нас энергоресурсы дорожают, и люди начали более часто утепляться. Все утепляются по-разному. Кто-то для утепления использует пенополистирольные плиты, вроде просто называется пенопласт, а кто-то утепляется базальтовой ватой. Вот сегодня я хочу именно о ней и поговорить. Перед тем, как приступить к нашему разговору о базальтовой вате, я хочу сделать небольшое объявление. У себя на канале я открываю фонд помощи онкобольным. Всех желающих, кто пожелает принять участие, мы будем только рады. Для этого мы откроем счет и будем на этот счет собирать какие-то деньги. Нам удастся собрать какую-то сумму денег, мы с этой суммой денег обратимся в местную поликлинику, в отделение, где у нас онкобольные стоят на учете, и по согласованию с врачами уже вот эту помощь, вот эти деньги, которые мы соберем для помощи, уже будем распределять среди больных. Сразу хочу сказать, что личную жизнь больных мы лезть не собираемся, никакую информацию без их разрешения афишировать мы не будем. В социальных сетях, где бы это ни было, мы ее публиковать не будем. Будут, конечно, социальные ролики, но не без разрешения пациента. Если какие-то пациенты пожелают принять участие в каких-то социальных проектах, социальных роликах, мы постараемся, конечно, сделать и опубликовать. Были мысли у меня открыть фонд, сделать официально все. Это надо куча разрешений, куча бумаг, регистрация, плюс надо вести постоянный учет. Для этого нужно люди и нужно время. Но, к сожалению, у меня пока ни того, ни другого нет. И пока решили вот так, скажем так, в одиночку, но с вашей помощью. Я думаю, что идея неплохая и должно у нас все получиться. Приступим к нашей базальтовой вате. Основным компонентом базальтовой ваты это, конечно же, является базальтовое волокно. Но для того, чтобы сформировать это волокно, в базальтовую вату добавляют фенол, формальдегидную смолу. Насколько она является безобидной для человеческого организма, да и для внешней окружающей среды, я точно сказать не могу. Хотя некоторые производители утверждают, что она экологически чистый материал, я ничего по этому вопросу вам не скажу. Для меня, если там присутствует формальдегидная смола, она по-любому испаряется, и по-любому какие-то пары все равно куда-то улетучиваются, куда-то они попадают, и я думаю, что, я не знаю, это сугубо мое личное мнение. А еще я хочу сказать, что у данного продукта очень много плюсов. Также у нее есть и минусы, но сейчас мы поговорим о плюсах. Что же касается одним из плюсов, это широкий спектр ее применения. Она очень широко применяется в строительстве. Ею она служит как для утепления, так и для звукоизоляции, но в зависимости от плотности. Плотность ее начиная от 30 кг за метр кубический и вплоть до 250-230 кг за метр кубический. И в зависимости от места ее применения вы уже подбираете себе нужную плотность. Если у вас это какие-то чердачные помещения, это у вас крыши, то вы, конечно же, будете применять, вам понадобится плотность 30, 40, 50 кг. Если вы думаете утеплять фасадные стены здания, то вам понадобится плотность 120, 130, 140, 150 кг. Это, конечно, очень хорошо. И еще один очень огромный плюс, она является не горючим материалом. Ее некоторые относят к группе пожаробезопасных, но я к группе пожаробезопасных не могу ее отнести, но в группе не горючих материалов, да, она действительно не горит, она выдерживает высокие температуры до 1000 градусов. И вот этот плюс позволяет ее применять в местах с повышенной температурой. Это такие места, как у нас дымоходы печей и так далее и тому подобное. То есть в этом, конечно, ее огромный плюс. Что же касается ее гидроскопичности. Она пропитана пропитками водоотталкивающими, с нее вода стекается как с гуся, но все равно она имеет свойство накапливать в себе влагу. А мы знаем, что если базальтовая вата в себя накапливает влагу, то она теряет свои свойства, то есть она перестает работать как теплоизолятор. Еще очень хорошо ее используют для звукоизоляции. Она очень хороший звукоизолятор. То есть, И теперь я хочу
сказать о таком минусе, как это ее дороговизна. Она дороговатая выходит. Я 6 лет назад с этим столкнулся. У меня была дилемма: утеплять дом базальтовой ватой, либо пенополистирольными плитами. Я, конечно, выбрал вариант второй. Я дом утеплил пенопластом. О нем я расскажу в следующем своем видео и покажу все этапы утепления и расскажу отдельно за каждый этап более подробно. И сегодня я привел вот такой вот небольшой пример, чтобы мы понимали примерно сколько затрат будет, сколько по затратам вам выйдет. Я в расчет брал свой дом. Это у меня площадь по фасадным стенам 250 квадратных метров. И брал средний ценовой сегмент материала. Дело в том, что кроме того, что вата сама дорогая и все последующие материалы, которые применяются для теплоизоляции, они также дорогие. Потому что там используются материалы с высокой паропроницаемостью. На другие материалы не получится заменить. Нужно будет использовать только материалы с высокой паропроницаемостью. Объясню почему. Потому что вот, к примеру, вы утеплили дом, у вас за зиму все равно в вашем утеплителе будет накапливаться какая-то влага. И вот эта вот влага за летний период должна с вашего базальтовой ваты летом выйти наружу. Если отделочные материалы вы замените на непаропроницаемые, решите сэкономить, то у вас влага будет накапливаться внутри вашего утеплителя. Утеплитель будет намокать, и тем самым будут его тепловые качества, теплоизоляционные качества его будут ухудшаться. И теперь я сделал небольшой расчет по моему дому, грубо говоря, это 250 квадратов. И в расчет я брал средний сегмент. Я не просчитывал самый дорогой и не просчитывал самый дешевый. Я взял средний ценовой сегмент. И смотрите, что у меня получилось. Базальтовая вата толщиной на мой дом понадобится 100 мм. Это из расчета 300 гривен за квадратный метр. 300 гривен за квадратный метр я умножаю на 250 квадратных метров. У меня получилось 75 тысяч гривен. Это только за базальтовую вату. Базальтовая вата клеится на специальный клей, который идет армировочный. Один мешок клея хватает на 6 метров квадратных, и на эту площадь нам понадобится 45 мешков такого клея. Один мешок клея стоит 230 гривен. Это еще 10 350 гривен нам понадобится для того, чтобы нашу вату приклеить к нашей поверхности. Кроме того, что она клеится на клей, она еще дополнительно крепится крепежными дюпелями с термоголовкой. Один дюпель, его цена приблизительно 3 гривны. Из расчета, что нам понадобится 5 штук на квадратный метр, а у нас площадь 250 квадратных метров, мы умножаем на 5, получаем 1250 штук. И эти 1250 штук умножаем на 3 гривны. 3750 гривен нам нужно отдать будет только за дюбеля. Также нам понадобится, естественно, грунт глубокой пропитки и понадобится кварц-грунт. После того, когда мы уже нашу вату зафиксировали, пристрелили ее на дюбеля, нам нужно нанести базовый слой. Базовый слой также состоит, это клеевая смесь армировочная, она в сухом виде продается в мешках, и нам на этот базовый и армирующий слой нам понадобится в районе также 45 мешков. То есть это у нас еще 10 350 гривен. В этот базовый армирующий слой нам надо положить обязательно армировочную фасадную сетку плотностью 160-165 грамм на метр квадратный. Сетка наша должна быть обязательно щелочестойкой, чтобы ее наш базовый слой, наши клея, чтобы ее не разъели, чтобы она у нас в этом слое работала. Она наносится с нахлестом 10 сантиметров. Один рулон сетки имеет 50 квадратных метров. Некоторые производители уже производят 55 квадратных метров. Из расчета, наверное, того, что вот эти 5 квадратных метров идут на хлест. В чистоте получится 50 квадратных метров. В среднем один рулон сетки у нас будет стоить, где же сетка? Сетка армировочная. 1000 гривен за рулон. Нам таких рулонов понадобится 6 штук. То есть это еще 6000 гривен нам понадобится. Мы потратим на приобретение сетки, чтобы создать у нас какую-то жесткость для нашей конструкции.
И уже, конечно, после того, когда у нас вот эти все армировочные слоя уже высохли, готовы, нам надо делать какой-то отделочный слой наносить. Ну, в качестве защитного слоя можно применить как барашек, как мраморную крошку. Но я посчитал самое простое — это покраска. Для покраски нам понадобится немножко прошпаклевать так сказать, наши стены. Это мы будем применять специальную фасадную шпаклевку для таких задач. Это у нас по расчету выйдет где-то 30 мешков на эту площадь, на 250 квадратных метров. Мешок шпаклевки 200 гривен. Мы затратим 6000 гривен на шпаклевку. И уже непосредственно сама краска. Сама краска, я думаю, я просчитывал применять силиконовую краску, так как у нее очень хорошая паропроницаемая способность. И такая краска у нас одно ведро из расчета 2200 гривен за ведро. Ну, из того опыта скажу, что нам понадобится 6 ведер краски. То есть и на краску мы потратим 13200 гривен. То есть итого у нас на материал вышло 129 тысяч гривен 600. 129 650 гривен у нас вышло только на материал. Это только материал. Я эту сумму разбил на площадь, и я получил 520 гривен квадратный метр. Эти вот моменты, позиции, на них вы не сможете сэкономить. Нельзя сэкономить на клее, нельзя сэкономить на грунтовках, нельзя сэкономить на красках, на сетках, на дюбелях тем более нельзя сэкономить. Единственное, что можно сэкономить, это взять более дешевую вату. И, ну, я знаю, сколько вы сэкономите на этом объеме, ну, 1010 максимум. Ну, выйдет у вас не 130, к примеру, 120 тысяч гривен. Но я имею в виду в плане того, что вы сильно много на этом не сэкономите. И ко всему этому, к нашему материалу, добавляется еще работа. А работа с ней намного сложнее, чем с пенопластом, и поэтому она будет на порядок дороже. Некоторые считают работу по цене материала, то есть в среднем где-то вам обойдется квадратный метр 1000 гривен. И вот если, допустим, у меня дом 250 квадратов, то на его утепление с данной ватой мне бы понадобилось 250 тысяч гривен. Я сюда еще не писал какие-то крепежные планки, не писал сюда, здесь не указаны уголки с армировочной сеткой. Вот такие мелочи я здесь уже не учитывал. Так что вот такое вот, скажу в конце, недешевое удовольствие получается утеплиться. Но все равно людей это не останавливает, люди утепляются. Я с этим столкнулся 6 лет назад, я сделал выбор в пользу пенопласта. Об этом я расскажу в своем следующем видео. Расскажу и покажу все этапы, как утеплять и каждый слой для чего предназначен. Так что как-то вот так вот такое видео у меня сегодня получилось. Больше такое как бы обозревательное. А на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я, как всегда, желаю вам добра, здоровья и до новых встреч. Всего доброго. Пока-пока.